Это история о том, как минутная вспышка ярости способна пагубно повлиять на судьбу человека и его близких. Поэтому, прежде чем поддаваться гневу, постарайся взять себя в руки, выдохнуть, закрыть глаза, сделать все то, что обычно может тебя успокоить, и, возможно, принять как назидание то, что сейчас прочтешь. Малышка Шейн родилась здоровым и веселым ребенком и приносила много радости своей маме. К сожалению, родители девочки только что развелись, и вот в один из дней 8-месячную кроху оставили вдвоем с папой. Ничто не предвещало фатальных событий, ведь отец и раньше забирал девчушку на выходные. Так было и на этот раз. В какой-то момент кроха захныкала, и обозленный папаша не нашел ничего лучшего, кроме как изо всех сил встряхнуть ребенка, только бы она замолчала. Шайен перестала не только плакать, но и дышать. Слава богу, незадачливому отцу хватило ума тут же вызвать службу спасения кроху, немедленно доставили в больницу. В результате неосторожных действий девочка получила довольно серьезные травмы. Малышку успели прооперировать, ведь она находилась в критическом состоянии. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг и перелом основания черепа. Чтобы спасти ребенку жизнь, врачам пришлось вскрывать черепную коробку, чтобы ослабить внутреннее давление. Шайен повезло, врачи готовились к худшему, но она оказалась настоящим бойцом, девочку удалось спасти. К сожалению, вернуться к нормальной жизни она уже никогда не сможет, травмы оказались необратимыми, у малышки отнялись правая рука и нога. Я молилась Богу, вспоминает Эми, мать девочки, только бы он оставил маленькую Шайен в живых. Пусть бы забрал меня, а ее оставил. Вы бы видели ее, вся в бинтах, я так ревела, весь мир рухнул. Я не могла ожидать такого от человека, которого знаю с детства, свою первую любовь. Я не понимаю, как он мог так поступить. Несколько месяцев в больнице, несколько сложных операций, и в итоге искалеченный ребенок — вот цена одного неконтролируемого приступа гнева. Теперь маленькой Шайен 3 годика, и кажется, она чувствует себя гораздо лучше. Тем временем лечение продолжается, врачи надеются вернуть ребенка к полноценной жизни. Стоит отметить, что отцу-неудачнику светило 20 лет тюремного заключения, однако, учитывая, что малышка выжила и пошла на поправку, наказание смягчили. Джеймс Дэвис отсидит лишь половину заявленного срока. Вот такой печальный жизненный урок, когда неконтролируемые действия приносят столько горя. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.